такие собаки, которых просто, честно говорю, хочется прибить. Одна из них — это Гречка. Подрала она сегодня Нифу. Похоже, там еще кто-то к этому подключался. Уйди отсюда, зараза. Это пока я буквально вот езжала в магазин ненадолго, я и так уже стараюсь их разведенить, вот, ну, насколько это возможно, по максимуму. Есть, конечно, у нас вольер, куда можно отселить Гречку. И я хочу Кнопу отселить. Сейчас просто пока все-таки еще холодно, ночь холодная. Собаки не привыкли жить на улице. Вот они привыкли жить все в доме. Ну и плюс, конечно, на улице они лают. Рада? Я надеюсь, ты в этом не принимала участие? Да нет, Рада нет. Она такая безобидная. Конечно, жалко мне Нивку. Гречка ее просто поедом ест. Вообще, вот если честно, у меня всегда большое количество собак было. Достаточно. То есть и сейчас там 23 у меня или 24 собаки. Я чуть-чуть подзапуталась. Вот. Но такого вот я, если честно, не помню. Потому что достаточно все-таки в мире как-то они жили. Ну, опять же говорю, это были другие собаки. Вот как появилась Гречка, это уже, наверное, сколько, года как 4. И это, конечно, кошмар. Вот мне многие люди просто говорят: ой, ну возьмите собачку, да у вас так все получается, у вас их и так вон много, типа, и если возьмете еще одну, не заметите. Вы, ребят, не представляете, как это все заметно. Как ты просто не спишь от того, что вот вечный вот этот лай, постоянный лай. Так, я тебе что говорю? И вот более-менее тихо это когда они, конечно, все дома. Но это учесть, вернее, при условии, что я тоже нахожусь дома. Потому что если всех загнать домой, а мне уйти, ну, тут будет бойня, это я вот серьезно говорю. Вот, не думайте, пожалуйста, что у меня вот так все тут гладко и чудесно, и типа, бери, Аня, еще собака, бери, у тебя так все получается замечательно. Да нет, ребят, я живу в вечном стрессе, я живу в вечном напряжении, я живу в вечном недосыпе. Это не жалобы вам, мои, это констатация факта. И я даже не то, что там взять себе какую-то еще одну собаку не могу. Я бы рада была хотя бы вот 2-3 пристроить, чтобы у меня было более-менее тихо. Вот сейчас мне убери Гречку с Кнопой, и у меня будет более-менее мир. Сейчас мне куда-то день Кеша или Петю. Кешу-то я, конечно, никуда не дену, потому что он дикий. Кому он нужен, господи, дикий пес. Вот если бы у меня была возможность пристроить Петьку, то у меня уже было бы спокойней. Потому что вот этот балбес выносится и туда сразу к вольеру бежит, если там Кеш закрыт. Сейчас там Кеш закрыт, потому что я буду кормить, и кормить их можно только всех по отдельности. Потому что вместе это будет драка. То есть это нереально. Я уже не рискую их вместе кормить. Вот. На ночь я вынуждена Кеша запускать домой, потому что он воет. Если он останется в вольере, мало того, что он там выломал уже там все прутья, там нужно будет ремонт весной делать в вольере, то он еще и воет и лает, то есть просто не замолкая. Да, Ладу вот тоже обижают. Ее тоже обижает Гречка и Кнопа-паразитка. В общем, здесь все время что-то происходит. Люди смотрят как бы вот на мои там какие-то позитивные видео, да, потому что, конечно, все хотят позитива. Кефир. Вот, и думают: ой, как все хорошо и замечательно. А то, что ты разнимаешь постоянно драки, постоянно, вот видите, постоянно нервничаешь, постоянно Лаки, ну ты-то куда, старушенца это моя?
То есть постоянно за все переживаешь. Я не могу посадить всех собак своих на цепи по разным углам. Просто не могу, потому что у меня больше собак это инвалиды. Они не могут жить на улице. И опять же, то есть это будет лай стоять. Это будет просто стоять круглосуточный лай. То есть собака, которая сидит на цепи, она что делает? Она постоянно лает. И вы сами все это прекрасно знаете. Я живу в частном секторе, то есть это село. Я не могу себе позволить лайка где-то в каком-то приюте, да, там на отшибе, где там тебя никто не слышит, не видит, и лайте вы там себе сколько вам влезет. Поэтому я свожу как бы на минимум лай. И, конечно, никаких лишних собак я не могу взять, потому что я не знаю, куда вот эту морду деть. Вот эту морду я не знаю, куда деть. Паразитку. Господи, сколько раз я пыталась ее пристроить. Никто не берет. Никто. Хотя она очень хорошая и умная собака. Но ей нужно быть одной. Одной, ну, либо там с какой-то еще собакой, с которой она будет дружить. Гречка. Гречка. Оставьте ковры в покое. Кефир. Ладно, сейчас покормлю, успокоится более-менее.